Всем привет! Очень рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня хочу вам показать, как оформить пасхальную плетеную корзинку своими руками. И, конечно же, сначала мне надо изготовить цветы. Для них я буду использовать иранский фоамиран толщиной 1 мм. Для удобства сначала нарезала его на квадраты 4,5 на 4,5 см. Скругляю лепестки таким образом, чтобы получить форму капельки. У натуральных пионов неровный край лепестка, поэтому и у своих цветов я обрезаю его фигурными ножницами. И на некоторых лепестках, которые будут располагаться в середине, делаю по 1-2 надреза. А края лепестка нужно также сделать неровными. И если у вас нет фигурных ножниц, то их можно просто оборвать ногтями. Некоторые лепестки хочу затонировать в цвет сердцевинки оливковой масляной пастелью. Растушевываю ее с помощью губки. Все лепестки обрабатываю абсолютно одинаково. Сначала нагреваю на утюге, чтобы фоамиран размягчился и стал более пластичным. Растираю между пальцев кончик лепестка и растягиваю, делая углубление. Сердцевинку буду делать из мелких тычинок. Собираю их в пучок, состоящий из 10 нитей, и приклеиваю к проволоке. Собирать пион начинаю с оливковых лепестков, те, которые были с разрезами. Первые оборачиваю вокруг проволоки. И последующие клею друг напротив друга. Клей наношу только снизу, чтобы сверху лепестки не прилегали плотно к основе. Всего у меня получилось 7 таких лепестков. Теперь приклеиваю лепестки с затонированными краями. Размещаю их в шахматном порядке. Их получается по 6 штук на каждый бутон. Можно на этом остановиться, но мне хочется сделать свои цветы еще более раскрытыми. Внешние лепестки будут 7 на 7 сантиметров. Их обрабатываю точно таким же способом. И приклеиваю по 4 штуки на каждый бутон. В свою композицию мне хотелось бы добавить акценты бирюзового цвета. Для этого я подобрала тычинки и фоамиран одного оттенка. По шаблону вырезала пятилистники 2 размеров. По очереди нагреваю заготовки на утюге и прочерчиваю прожилки на каждом лепестке. Слишком сильно не давлю на шпажку, чтобы не прорезать фоамиран. После этого собираю лепестки в бутон и нагреваю основание. Тонирую точно так же масляной пастелью. Наносить ее можно с помощью губки или непосредственно на саму заготовку, для того, чтобы получить более яркий и контрастный эффект. Все заготовки прокалываю посередине.
И с помощью короткой проволоки продеваю пучок из тычинок и фиксирую их с обратной стороны термоклеем. На каждый такой цветок понадобится по 3 заготовки. Начинаю собирать с маленькой, а затем приклеиваю 2 больших. Стараюсь располагать лепестки в шахматном порядке. Хочу сделать еще более мелкие пионы. Размер их внутренних лепестков 2,5 см и внешних 4,5 см. Сердцевинку делаю бирюзовой, а некоторые светлые лепестки затонирую пастелью. Обрабатываю точно так же, как и для больших пионов. Серединка состоит из 3 бирюзовых лепестков. Затем приклеиваю 3 подкрашенных. И 3 самых светлых. У меня это не белоснежный цвет, а с легким желтым подтоном. На мой взгляд, он смотрится более натурально. И 6 больших лепестков. Для композиции выбрала светло-голубые яйца с серебристым напылением. И чтобы она не была слишком однообразна по цвету, часть заготовок окрашу сама. В качестве подложки использую светло-серый цвет, а затем покрываю серебристым. Разбавила акриловую краску водой и разбрызгивала с помощью зубной щетки. А вот и сама корзинка, которую буду украшать. Сначала я просто приклеила кружевную ленту к ней на термоклей. Но она не очень хорошо держалась, и я решила ее сначала оплести, а уже после этого приклеить ленту, для того, чтобы она не соскальзывала. В своей композиции я буду использовать тканевые пионы. Один большой и много мелких бутончиков. Еще хочу приклеить вот такого маленького пенопластового кролика с флоковым покрытием. И когда я уже начала формировать композицию, посчитала, что лента узковата для такой большой корзины, и приклеила еще одну. А между ними тонкую бирюзовую тесьму. И продолжаю дальше приклеивать цветы. Сначала более крупные, а пространство между ними заполняю мелкими бутонами. Чтобы пенопластовые яйца было удобнее приклеивать, я вклеила в них проволоку. И оставшееся пространство заполняю тычинками. После этого добавляю еще бирюзовых пионов и мелкие цветочки. Композиция уже сформирована, и осталось ее только дополнить зеленью. Я взяла мелкие пластиковые листики и цветочки гипсофилы. Осталось только приклеить ленточки, перевязанные проволокой, и бант из атласной ленты.
Ну вот и все, моя пасхальная корзинка полностью готова. Дайте знать в комментариях, если вам нравятся цветочные композиции в моем исполнении. Также буду благодарна, если поддержите это видео лайком. И если еще до сих пор не подписаны на мой канал, то можете это сделать прямо сейчас. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео, которое выйдет уже совсем скоро.